Друзья, я снова всех приветствую. Это видео наполнено просто огромным количеством драматизма. Почему? Потому что двигатель, который я так долго собирал, так долго все мы ждали запуска на моем канале этого турбореактивного двигателя, запуска на жидком топливе, на керосине. Я его запустил. Правда, к сожалению, на видео не удалось заснять. Это был самый первый тестовый запуск, но двигатель так хорошо запустился, так хорошо работал, что я решил не останавливаться на тесте и дать ему поработать. Но после выключения я услышал сильный грохот со стороны переднего подшипника. После остановки мои предположения оправдались, когда я начал его разбирать. В общем-то, в этом видео мы продолжим эту разборку и посмотрим уже конкретно, что там случилось. Но там сейчас на переднем подшипнике, то есть там, где стоит компрессор, огромный люфт. Люфт примерно в 1-1,5 миллиметра. Просто нереально. Офигеть, какой огромный люфт. Я не знаю, как такое могло произойти. Это произошло буквально там за 5-10 минут. Не знаю, сколько он там работал. Время, когда работает ТРД, ребят, течет немножечко по-другому. Все замедляется. В общем-то, такие новости. Давайте приступать к разборке, смотреть, что там произошло. Прежде чем наладить работу маленького двигателя, я его разбирал, наверное, пару десятков раз. Надеюсь, с этим все будет попроще, потому что его разбирать не так-то быстро и не так-то просто. Не хотелось бы затратить столько времени. Хотя я готов даже на это. Снимаем кожух. Здесь все выглядит более-менее нормально. Немножко подъело вот это покрытие. Тут буквально может на 1/10. В итоге двигатель наш потерял немножко КПД. Здесь я смотрю, крыльчатка, конечно, тоже слегка сточилась, но не сильно. Тут так устроено, что вот это покрытие быстрее должно стачиваться. Вот. Как-то так, ребят. Такого раньше не было. Я не знаю, что это такое. Может быть, целиком средний вал отвалился. То есть здесь тоннель такой идет. Но это навряд ли. Вон он, родимый, на месте. Ладно, раскручиваем дальше, смотрим. Вот эта гаечка без проблем открутилась. Открутил и эти гайки. Итак, ребят, смотрим и удивляемся. Кстати, видно, что здесь есть втулка. Видно, что эта деталь и эта соприкасаются. То есть, наверное, благодаря этой втулке и не развалился полностью движок. Когда он работал, ребят, ничего не предвещало. Все работало нормально, тихо, мирно, но при остановке выяснилось вот это. Я, конечно, просто поражен. Да, короче, подшипнику полный кирдык. По-моему, шарики испарились. Вот это да. Это просто зло какое-то. Ладно, разбираем. Вытаскиваю подшипник, посмотрим. Друзья, на самом деле я очень рад. Знаете почему? Потому что я думал, разбило вот это посадочное место. Нет, с посадочным местом все отлично. А всего лишь подшипничек. Это не страшно на самом деле. Мы его заменим. Мы подадим больше масла в систему. И все будет работать нормально. Короче говоря, что-то здесь пошло не так. Видите как? Мой самодельный скоростной подшипник не выдержал. Вот. То ли из-за масла, то ли из-за своей конструкции. Возможно, его приклинило и произошло ниже следующее. Ладно, надо его как-то попытаться вытащить и посмотреть поближе. Внутреннюю обойму обжала на валу, и поэтому она тяжело идет. Поэтому делаю преднатяг и выбиваю резиновым молотком. Потом нужно будет проверить вал. Надеюсь, с ним все в порядке. Я, короче, в шоке, ребят. Вот так бывает. По всей видимости, была недостаточная подача масла. Из-за этого подшипник разогрелся больше нужного и приклинил. Вот.
Вот. И вот что произошло. Здесь даже немножко цвета побежалости появились. Здесь тоже темная втулка. Нужно проверять вал на биение. У вала биения 1,5 сотки. Это еще неизвестно, не ухудшились ли центра с течением времени, потому что они были немножко ржавенькие. Но это вот в этом месте. Давайте чуть отъедем вот сюда. Ну, здесь тоже примерно так же. Примерно так же. 1,5 сотки. Здесь в пределах сотки, но здесь не рабочая поверхность. Здесь тоже около 1,5-2 соточек. Ну, я считаю, это вроде бы как не изгиб. Потому что здесь по центру даже меньше. Тут скорее центровочная ось изменилась. Потому что, вот видите, по центру, если был изгиб, то по центру было бы больше всего дуга. А здесь оно фактически в нолях. То есть как-то так. Здесь вот соточка. Здесь меньше сотки. Только что было около 2 соток. Ну, короче, нормально с валом все. Если бы его повело, то его бы повело. А так оно видно, что как был он, так и есть. Есть у меня еще один точно такой же ТРД. Возможно, вы видели, его прислал Денис с канала Дэн Тюнинг. Его-то мы сейчас и разберем, и вынем оттуда нормальные подшипники. Он сильно не тарахтел, когда я его прокручивал. Вообще, этот турбостартер, он абсолютно новый, он не работал, он лишь валялся на металлоломе. И я надеюсь, что там новенькие, хорошие, нержавые подшипнички. Сейчас я его по-быстренькому разберу, и мы посмотрим. Я потратил целый час, чтобы снять этот кожух. Он здесь чисто напрессован, ребят. Честно говоря, я маленько в шоке от этого. Настолько сложно было его снять. Тут вот аж стружка снималась. На ребрах он сидел очень жестко. Вот она, крыльчаточка. Ну, можете обратить внимание, да? Этот турбостартер был новенький, пока его не выкинули на металлолом. Очень интересная ситуация. Так, ладненько, сейчас мы его разбираем. Смотрим, что там за подшипнички. Ситуация мне нравится. Очень хорошо все выглядит. И поставим вот сюда, потому что этот готов. А с этим еще очень-очень много тут делов, чтобы его восстановить. Под крышкой присутствует ржавчина. Это уже не очень хорошо. Все, ребят, ничего хорошего. Этот подшипник тоже гнилой, ржавый. Ну, короче говоря, господи, да что же делать-то, а? Что ж оно все ржавое, вечно гнилое. 100% гниль по дорожкам. Вот, можете заметить. Вот. Я не знаю, если честно, что делать дальше. Кстати, здесь и сепаратор не латунный, что ли. Он что тут, алюминиевый, что ли? Такого никогда не видел. Белый какой-то сепаратор. Походу алюминиевый, ребят. Офигеть, техника дошла. Ну вот так. Короче, все в утиль, все нерабочее. Ну тут вообще полная жопа какая-то. Он почти такой же, как и вот этот. Этот подшипник оказался живучий очень, ребят. То есть вот видно, что с ним ничего не произошло. Который стоял вот здесь. Да. Короче, друзья, я не знаю, если честно, что делать с этими подшипниками. Надо что-то думать, что-то решать. Потому что, ну, вот это вот не дело. Этот ржавый ставить тоже как-то рука не поднимается. Хотя можно, конечно, попробовать. Но мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. В общем-то, такие новости, ребят, по ТРД. Если честно, я думал, у меня есть уже 2 пары подшипников. То есть здесь я думал, все новое, все хорошее. Оказалось, все новое, но подшипники ржавые. Да еще
Даже, можно сказать, более ржавые, чем стояли на этом. Самодельный подшипник не выдержал. Не знаю, больше я, скорее всего, не рискну такой ставить. Хотя можно попробовать сделать полностью, чтобы он весь в шариках был. Ну, то есть, как вот этот. Заказать либо керамические шарики. Но это неизвестно, сколько все это будет дело идти. Ну, шарики, я думаю, стоит заказать. Ну, либо как-то что-то думать, что сделать дальше. Пока что я ума не приложу. В общем-то, такие новости, ребят. Будем эту проблему решать, и я постараюсь, чтобы все-таки турбобэха наша поехала. Не знаю, может, конечно, сроки и отложатся, хотя не хотелось бы. Но мы ее обязательно построим. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Жду ваших предложений решения этих проблем. Вот этих вот очень страшных проблем подшипниковых. Всех благодарю за внимание и всем пока. Значит, еще одна гипотеза, ребят, заключается в том, что я поставил два шариковых подшипника и пружина вот здесь нажимная пружина есть, она просто не справилась, не хватило ее зазора, и в какой-то момент вал нагрелся и просто раздавило этот подшипник. То есть в бок надавило и начало перегревать его сильно. И тем самым он вышел из строя, потому что этот более прочный, здесь даже шариков больше, и этот первый не выдержал. То есть это еще одна гипотеза, ребят. Жду ваших гипотез также. Очень надеюсь, что вы что-то дельное расскажете.